Минус сотня россиян одним ударом. СБУ устроила Армагеддон для оккупантов. Целое здание взлетело на воздух. Казахстан встал на сторону Украины. Вынесено официальное решение. Лукашенко едет в Киев. Внезапное обращение к Зеленскому с просьбой переговоров. Минск получил ответ. Путин в безвыходном положении. В России больше не осталось безопасных мест. Зетники в панике. Об этих и других самых главных событиях. Утро пятницы, 22 мая. Доброе пятничное утро. Последний рабочий день недели. И спасибо, что начинаете его вместе с Нехта. Я Дарья Петрова. Поехали. Минус сотня россиян одним ударом. Бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины устроили настоящий Армагеддон оккупантам на территории временно оккупированной Херсонской области и разнесли штаб ФСБ. Буквально. Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными. Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать. Также украинские силы уничтожили ЗРК «Панцирь», сообщил президент Украины. Бьют по России не только украинские дальнобойные санкции, но и стратегические партнеры. Суд Казахстана разрешил принудительно взыскать с «Газпрома» почти $1,5 миллиарда в пользу украинского «Нафтогаза». Об этом пишет Рейтер. Это первое публичное иностранное судебное решение, которое позволяет принудительное исполнение данного арбитражного решения в отдельной юрисдикции. Спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» идет давно. В 2022 году украинская компания обратилась в международный арбитраж в Швейцарии. В июне 2025 года суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» задолженность, проценты и судебные расходы. Попытка российской компании оспорить это решение не удалась. В начале 2026 года его окончательно подтвердил Федеральный суд Швейцарии. После этого «Нафтогаз» начал добиваться ареста и взыскания активов «Газпрома» в различных странах. Сейчас есть положительное решение в судебной системе Казахстана. Продолжаются судебные процессы и в других странах для справедливой компенсации за украденные или уничтоженные Россией украинские активы в Крыму. Уже в 10 юрисдикциях есть конкретные результаты. На данный момент у «Газпрома» все еще остается возможность обжаловать судебное решение. Тем временем Украина перехватила инициативу на поле боя. В последние месяцы ВСУ провели серию успешных контратак на разных участках фронта. По данным Института изучения войны, это самые заметные успехи Украины со времен операции в Курской области летом 2024 года. Все это серьезно осложнило планы Кремля на весенне-летнюю кампанию. Теперь российскому командованию приходится выбирать: либо перебрасывать силы на защиту от украинских атак, либо продолжать атаковать на других направлениях. Но и это удается с трудом. На Харьковщине россиян прижали к границе. Об этом сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, армия Путина не только теряет темпы продвижения, но и физически не способна вести наступление. Кроме отрицательных успехов на фронте, РФ потерпает и от воздушных атак. Z-пропагандист Александр Коц уже открыто признает: никакого тыла у России больше нет. Война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными, поэтому нет тыла. Получается, за 4 года так называемой СВО Россия потеряла даже свой тыл. И даже в таких условиях Путин каждый день принимает решение продолжать вести агрессивную войну против Украины. Путин находится в состоянии цугцванга. Хороших ходов у него нет, и самое главное, нет ресурсов для какого-то прорыва. Кремль дает заднюю. Из-за невозможности достичь первоначальных целей в войне против Украины власти РФ вынуждены постепенно снижать планку своих амбиций. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят. По мнению Буданова, российские власти понимают, что больших территориальных успехов им не видать, и готовят общество к тому, что внеблоковость и безъядерный статус Украины и будет победой. Глава Офиса президента также заявил, что стратегической целью должно стать разделение России на несколько государств, поскольку только искоренение имперских амбиций Москвы гарантирует мировую безопасность. Куда же подевался дух Анкориджа, когда он так нужен? Глава МИД РФ Сергей Лавров всего лишь через год внезапно обнаружил, что Путина-то снова надули. И кто? Американский президент. Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкоридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Будет интересно послушать, как они
рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа, после того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента, и уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Похоже, что жалобы представителей РФ на Вашингтон становятся новой нормой российской дипломатии. Переговоры, очевидно, зашли в тупик, и Москва не придумала ничего лучше, как использовать свое секретное оружие. Лукашенко неожиданно обратился к Зеленскому и запросил переговоры. Неужели белорусский диктатор собрался с визитом в Киев? Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще, может, что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. Кроме угрозы повторного вторжения с территории Беларуси, размещения на своей земле российских войск, ядерных учений и в целом пособничества режима Лукашенко путинской агрессии, между странами действительно проблем нет. О чем же собрался говорить белорусский диктатор с Зеленским? Напишите об этом в комментариях. У президента Украины сразу же отреагировали на готовность самопровозглашенного лидера посетить Украину. У Лукашенко есть привычка немного туповато придумывать постфактум, откуда на него готовилось нападение. О чем тут говорить? Позже ответил и сам Владимир Зеленский. Мы помним. Мы помним, что в 2022 году наступление было из территории Беларуси тоже. Мы не забудем этого. Украинские силы обороны, силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать. Отвечать справедливо, безусловно. Безумовно. И пока из Минска звучат миролюбивые послания, в Литве снова объявлен красный уровень опасности. Тревогу объявили, а я с кактусами стою. Второй день подряд в стране звучит сирена воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. Военным отдан приказ стрелять на поражение. Миссия воздушной полиции НАТО приведена в готовность. Вооруженным силам Литвы дано разрешение уничтожить дрон. В МИД Литвы заявили, что российские военные намеренно сбивают с курса украинские дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Мы наблюдаем сознательные попытки направить беспилотники в страны Балтии, а затем распространять пропагандистские сообщения и ложные обвинения в том, что страны Балтии участвуют в атаках на цели в России. В совместном письме президенты стран Балтии обвинили РФ в выдуманных нападках, призванных отвлечь внимание от незаконной войны против Украины. Не менее интересные события происходят на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминеи издал директиву, запрещающую вывоз обогащенного урана из страны, сообщает Reuters. Этот указ стал своеобразным ответом на многочисленные заявления Дональда Трампа. По словам одного из собеседников агентства, такой позиции придерживается и все иранское правительство. Однако вскоре после публикации журналист Аль-Джазира со ссылкой на свой источник в верхах режима написал, что такой документ Хаминеи не подписывал. Чиновник добавил, что никакого нового указа не издавалось и что позиция Тегерана остается неизменной. Или кто-то в верхушке Ирана хочет сорвать мирные переговоры, или режим откровенно издевается над Трампом и его администрацией. В то же время Reuters опубликовала статью под заголовком «Подробности краха американской дипломатии при Трампе». Авторы пишут о полной некомпетентности команды президента США. Опытные эксперты по ядерной программе Ирана были попросту отстранены от работы в правительстве Трампа. А во время диалога с Тегераном американской команде переговорщиков нужно было объяснять основные концепции обогащения урана. Один дипломат даже задался вопросом, как США вообще могут вести переговоры по ядерной сделке, не до конца понимая научные основы этого процесса. Бояре плохие или все же царь? Чем больше Украина симметрично отвечает на российские удары, тем шире открываются глаза у российских граждан. К некоторым приходит не только страх за свою жизнь, но и осознание, кто во всем этом виноват. То, что сейчас происходит уже в России, это уже реально не шутки. Если когда это было где-то там далеко, ты еще думаешь, окей. Но тут, в 50 километров, взорвали огромный завод. То есть осознание того, что это уже где-то здесь, совсем рядом с твоим домом. Это реально страшно. И даже когда идут сирены,
предупреждения, у нас нету укрытий в городе, чтобы вы понимали. То есть вы понимаете смысл, да, бред весь ситуации. То есть вы знаете, кто начал войну, он все это замутил, и если в твой дом попадает дрон, то есть ты сам должен все это разруливать. И такой спрос, это что происходит? Что происходит? Просто развалили к черту, развалили страну. Украина уже не осталось. Теперь взялись за нас. Ты ответственный. Ты это все затеял. Мы-то тут при чем? Почему обычные люди должны всегда страдать? И действительно, почему? Если у вас есть ответы на риторические вопросы данной гражданки, оставляйте их в комментариях. На этом, пожалуй, и все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного. И приглашаю на вечерний выпуск.